Столица Соединенного Королевства имеет богатую историю, которая насчитывает около 2000 лет. Экспансия Римской империи на Британские острова послужила причиной возникновения многих населенных пунктов на этой территории, и Лондон не исключение. Высадившись на Британские острова в 1943 году, римские легионеры, продвигаясь вглубь территории, столкнулись с водной преградой – рекой Темзой. Для ее форсирования необходимо было построить мост, что требовало какого-то времени. На северном побережье Темзы был разбит лагерь, названный Лондиниум, который позже становится торговым центром того времени. Рассвет Лондона пришелся на II век, сразу после того, как он стал столицей римской провинции Британия. В конце III века город обнесли крепостной стеной, которая долгое время обозначала его границы. После падения Римской империи город находился в упадке, и лишь с наступлением VII века происходит возрождение города. Тогда же был построен первый собор в честь святого Павла. Вновь став центром торговли в IX веке, Лондон стал подвергаться варварским нападениям викингов. До середины XI века власть в городе была в перманентном состоянии, переходя от викингов к норманнам и наоборот. Этому положил конец король Эдуард по прозвищу Исповедник, утвердивший англосаксонское главенство в Лондоне. С коронацией Вильгельма Завоевателя в 1066 году, произошедшее в Вестминстерском аббатстве, которое было построено в этот же период, история Лондона вошла в Средневековье. Умелое правление Вильгельма делает город самым крупным и богатым во всем его владении. Возведенный в 1176 году первый каменный мост через Темзу, Лондон-Бридж почти 600 лет был единственным в городе. Внес свою лепту в развитие города и Ричард I. При его правлении Лондон получил право на самоуправление, а уже в 1191 году был избран первый мэр. При правлении Елизаветы I население города всего за 40 лет существенно возрастает и к 1600 году составляет 200 тысяч человек, что по тем меркам превращает Лондон в настоящий мегаполис. В XVI-XVII веках были построены ряд зданий, повлиявших на экономическое и культурное развитие города, а также преобразившие его. В 1559 году построен и открыт театр «Глобус». Именно здесь были поставлены все пьесы Шекспира. В 1631 году строится Ковент-Гарден-Пиацца, первый лондонский квартал по специальному проекту талантливого архитектора того времени Айнига Джонса. К сожалению, в 1666 году пожар уничтожает практически все постройки Лондона. Начало XIX века ознаменовалось усилением позиций Великобритании в мире, а столица Британской империи стала самым могущественным городом в плане политики, финансов и торговли. Викторианский Лондон – это весьма многогранный город. Роскошные усадьбы промышленных воротил сменялись внушительными кварталами трущоб, где обитала городская беднота. В это время было построено немало объектов, в которых проявлялась гениальность инженерной мысли. В 1830 году старые постройки Букингемского дворца сносят, а на освободившейся территории создается Трафальгарская площадь. Спустя 2 года на площади возводится Национальная галерея. В 1836 году появилась первая городская железная дорога, проложенная от Лондонского моста до Гринвича, а в 1863 году была построена первая линия лондонского метро, причем проект был настолько успешен, что дальнейшее развитие шло весьма быстро. Тауэрский мост был построен в 1894 году и торжественно открыт принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. К сожалению, многие сооружения викторианской эпохи были разрушены гитлеровскими люфтваффе во время самой кровопролитной войны не только 20 века, но и всей истории человеческой цивилизации. После Второй мировой войны Лондон подвергается волне эмиграции, причем поток людей из бывших колоний Британской империи был огромен. В 1946 году был совершен первый рейс пассажирского самолета из новенького аэропорта Хитроу. Визитная карточка английской столицы и двухэтажные красные автобусы вышли на свои маршруты в 1956 году. Начало нового тысячелетия лондонцы встретили открытием купола Миллениума и колеса обозрения, которое по праву стало новым символом города. На этом все, друзья. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал и не забывайте прожимать лайки.